В общем-то, посадка смородины, что черной, что красной, дело не хитрое. Но вот на этом участке, тут я столкнулся с целым рядом проблем. Первая проблема – это правильный выбор места. Ну, обе смородины любят полное солнце. Именно на полном солнце они дадут хороший, вкусный, сладкий урожай. Они будут расти в тени, это не проблема для них, но урожай будет хуже, его будет меньше, поэтому правильный выбор места. Вот я тут ходил по участку, думал, ну, в общем-то, нашел два места. Красную смородину посажу вот так вдоль дорожки. Куст достаточно компактный, ну, примерно 1,5 метра, отступлю от дорожки, чтобы он не мешал проходу. Это будет хорошо смотреться, и за ним будет легко ухаживать. Красная смородина, в принципе, менее требовательна к влаге, поэтому на склоне, где влаги всегда меньше, для нее будет нормально. Черная смородина любит больше влаги, поэтому ее я посажу внизу. Здесь есть ровные площадки внизу склона, где все-таки влаги, надеюсь, она получит больше. Ну и, конечно, плодородие почвы. И та любит плодородную почву, но здесь глина с камнями. Я для этого купил просто землю. У меня нет здесь компоста, у меня здесь навоза нет. Просто покупная земля будет в качестве наполнителя, и то частично. Ну и посмотрим, что из этого получится. Посадочная яма должна быть, в общем-то, довольно большая. Примерно 50 сантиметров в ширину и 40 сантиметров в глубину. В принципе, корни у смородин располагаются не глубоко, примерно на глубине 25-30 сантиметров максимум. Зачем же копать 40 сантиметров в глубину? Потому что саженцы при посадке смородины обязательно нужно заглублять. Для чего мы заглубляем саженцы смородины? Ну, многие считают, что вот там на этих заглубленных частях образуются новые корешки, ну а чем больше корешков, тем лучше. Естественно, да, это так, но не совсем. Дело в том, что на заглубленной части есть большое количество спящих почек. И вот эти спящие почки под землей начинают просыпаться. И у вас начинают образовываться новые побеги. Новые побеги на смородине образуются не из корневой части, а именно из вот этой закопанной части веток. У вас будет более пышный куст, соответственно. Теперь ставим саженец. Юг у нас тут. Можно, в принципе, сделать с небольшим наклоном на север. Вот так. И засыпаем. Так как я сказал, земли у меня не очень много, то, конечно, я ее буду смешивать вот с этой землей, которую я отсюда вытащил. Таким образом, кстати, саженец будет постепенно привыкать вот к этой почве, которая станет для него в конце концов родной. А то же он сразу из питомника попадает в эту глину с камнями, конечно, ему будет стресс. А так все будет постепенно происходить. По возможности перемешиваем там. Ну и, разумеется, когда саженец уже посажен, обязательно его нужно полить, обильно полить. Ведро воды как минимум вылить. Это нужно в первую очередь не для того, чтобы напоить саженец влагой. Сейчас дожди идут, земля влажная. Нужно, чтобы корни полностью облепила земля. Чтобы не было там пустот и карманов каких-то воздушных. Тогда гарантированно приживется. Хотя контейнерный саженец и так гарантированно приживется. Для чего мы сажали под углом на север? Ну, если у вас саженец крепкий, хороший, с мощными побегами, можете сажать ровно. Но если вот такие хиленькие побеги, это хоть и из питомника саженец, контейнерный, тем не менее они хиленькие, они тоненькие очень. Я посадил их под углом. С юга солнце будет прогревать как следует это место, и там побегов будет образовываться больше. Они будут образовываться лучше там. И мой саженец, вот этот вот, один и другой, будет становиться более пышным, более симметричным. Вот просто для того, чтобы выровнять эту корму. Я повторяюсь, если у вас саженец хороший, в принципе, можете сажать его ровно. Давайте на примере черной смородины покажу более подробно. Здесь не такой крутой склон, можно более-менее нормально снять. Вот я достал саженец. Немножко разрушился земляной ком, но неважно. Корневая система отличная, видите? Она довольно большая, такая развитая. Итак, нам нужно посадить его таким образом, чтобы заглубить вот место, где начинает расти корень. Нам нужно заглубить на 5 сантиметров, можно выше, вот так, на 10. Но сильно не будем, на 5. Ставим его в посадочную яму и засыпаем плодородной землей. Я не всю землю сначала засыпаю, только частично, чтобы прикрыть именно корни. Сажаю с небольшим наклоном, так рекомендуется, вот туда на север, чтобы саженец наш смотрел.
Теперь подсыпаю обычную вот эту землю, которую я отсюда достал. Она тут, кстати, более-менее еще и неплохая. Не так много камней и более-менее рыхлая. Кстати, червей здесь довольно много, как это ни странно. Подсыпаем еще хорошую землю и стараемся все это как-то руками перемешать. Пускай хотя бы слоями будет. Оно, я думаю, со временем, с осадками, с поливами, оно все там более-менее равномерно распределится. И засыпаем вот до вот этих вот почек. Ну и, естественно, когда саженец уже посажен, нужно его тщательно и обильно полить. Обязательно рекомендуется при посадке смородины черной и красной после посадки сразу обрезать ветки, оставить буквально по 2-3 почки. Такая обрезка стимулирует в следующем году активный рост вот этих оставленных почек. Я этого не сделал. Почему? Ну, я был бы не я, если бы не захотел размножить вот эти два сорта смородины, красной и черной. Поэтому я бы, конечно, мог сейчас обрезать их и поставить их сейчас на укоренение. Как многие рекомендуют, осенью ставят. Конечно, они зиму проходят в таком спящем состоянии, а весной начинают активно сразу укореняться. И у вас фактически к лету или к осени, к следующей, уже будет готовые саженцы. Я так делать не хочу, здесь для этого нет места, у меня нет череночника, не хочу. Я буду размножать в контейнерах, я буду размножать дома. Поэтому второй вариант. Можно было сейчас обрезать, завернуть во влажную ткань, в полиэтиленовый пакет и положить в холодильник, чтобы они хранились там, ну, примерно до конца зимы. А в конце зимы поставить их на укоренение. Но я поступлю еще проще. Дело в том, что здесь зимы не морозные. Я уверен, что ничего с этими побегами, с этими ветками оставленными не произойдет. Я их срежу примерно где-то в феврале, в начале февраля. Срежу и буду их укоренять в доме, в герметичном контейнере, на каменном подоконнике, под которым работает батарея. Идеальные условия для размножения черенками. И я думаю, что уже где-то к апрелю, к маю у меня будут готовые саженцы. Но я думаю, сниму об этом видео. Итак, черная смородина, сорт Титания. Ну, сорт такой довольно проверенный уже. Выведен в Швеции, специально холодостойкий для северных регионов. Довольно урожайный, устойчивый ко всяким заболеваниям, как обещают. Ну, а это красная смородина со сложным названием Йонгхир ван Тец. Вроде бы голландский сорт, голландской селекции. Один из проверенных сортов в Европе, который здесь стабильно растет и стабильно плодоносит. Тоже обещают, что вроде бы устойчив к заболеваниям и даст хороший урожай. Теперь смотрите еще один очень важный и интересный момент. Вот эти сорта смородин, они самоплодные. То есть, в принципе, посторонний опылитель им не нужен. Но мы, садоводы, знаем, что если рядом растет куст другого сорта, то взаимное опыление поможет сделать урожай больше, сделать его вкусней, ягоды крупней. То есть, когда рядом растут разные сорта, это только идет на пользу урожаю. Вот если я размножу черенками эти сорта, пойдет ли на пользу соседство вот таких фактически одинаковых растений, клонов? Нет, не пойдет. Дело в том, что именно пользу приносит, когда разные сорта растут рядом, разные, генетически разные растения. Здесь же у нас клоны, они фактически одинаковые. Но не все так просто. На самом деле косвенным образом урожай может увеличиться. Почему? Ну, потому что у вас больше растений цветущих будет на участке, соответственно, будет больше опылителей вокруг этих растений. Опыление может происходить лучше. Поэтому, возможно, вот таким косвенным образом все-таки от того, что рядом будут расти одинаковые растения, в принципе, урожай может увеличиться. Ну и в заключение еще один очень важный момент. Вот недавно я вам показал видео, как устроен этот сад. Сад со всех сторон окруженный лесом. И почему растения на нем, в общем-то, здоровы. Я старался высаживать эти смородины, руководствоваться принципами этого сада. Ну, во-первых, не сажать растения одинаковые рядом. Обязательно, чтобы между ними были другие растения. Как раз для того, чтобы болезни всевозможные, вредители никоим образом с одного растения на другое быстро не переходили. И хотя эти растения заявлены как устойчивые к болезням, к мучнистой росе, к антракнозу, тем не менее, нужно посадить их так, чтобы прямого контакта, чтобы они не были рядом. Хотя, конечно, когда посадишь смородину всю рядом, в несколько рядов, ухаживать проще, собирать урожай проще. Но, чтобы они не болели, лучше, конечно, посадить вот так. Ну и второй очень важный принцип этого сада.
не стараться сажать сразу много растений. Сажать по 2, по 3 за сезон и наблюдать за ними. Наблюдать, принимает ли эта экосистема эти растения или нет. Ну или, выражаясь человеческим языком, как будут чувствовать себя эти растения. Будут эти смородины активно расти, активно развиваться, плодоносить в конце концов. Либо они будут сидеть на месте, чахлые, больные какие-то. Значит, экосистема их не принимает. Значит, надо что-то менять. Либо растения, либо условия их выращивания. Ну вот, у меня, пожалуй, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Хороших вам урожаев. Увидимся.